Всем привет, друзья! Тема коронавируса тяжелая. Я ощутил это на себе в общении со знакомыми людьми. Все напуганы, хотят принимать максимально правильные решения. Я со своей стороны пытаюсь внести ясность и, главное, успокоить людей, собирая информацию о природе появления эпидемии и поведения вирусов. Мне пишут, мол, ты фермер, ковыряйся в земле, а в науку не лезь. Нашелся тут медик. Скажу всем, что я не простой фермер, а с другой стороны я бы рекомендовал поинтересоваться биографией Луи Пастера. Итак, это была маленькая корректировочка, а теперь пойдем по теме. Вы думаете, у меня нет сомнений? Вы думаете, я не боюсь? Я не боюсь только одного – выставить себя на посмешище. Точнее, перестал этого бояться уже давно. Сегодня 22 марта. В вайберных группах я делаю прогноз. На 27 марта обещают резкое похолодание в Ухане. Низкая температура продержится до 31 числа. Я прогнозирую новые вспышки заражения. Дай бог он не успеет проснуться. Дай бог. Но он, сука, быстрый, а потому и опасный. Если мой прогноз не оправдается, готов признать свою неправоту. Хоть водных факторов очень много, но я готов рискнуть. Зачем мне это? Конечно, тщеславие, скажете вы. Отчасти вы и правы, все мы грешные, но я очень переживаю за своих родных и близких. Если я могу помочь и не сделаю этого, я не смогу себе простить этого никогда. Потому и прогноз, потому и рискую. Чем выше риск, тем мощнее эффект влияния, тем быстрее мне поверят. Итак, почему легкие? Почему не печень, не почки, не кишечник? Напомню, мы сейчас говорим именно об этом коронавирусе, который бомбит мир. Видимо, там ему комфортно. Я не врач и не вирусолог, пусть этим занимаются врачи, но по большей части инфекций, которые возникают в весенне-осенний период, дают осложнения именно на пневмонию и заболевания верхних дыхательных путей. Предполагаю, что вирусы, которые активно размножаются при температуре окружающего воздуха около 10 градусов, имеют определенную температуру активности и размножения при попадании в человеческий организм. Какая это температура, я не знаю. Есть информация, кидайте. Есть только по вирусу герпеса написано так: вирионы чрезвычайно термолабильные, то есть инактивируются при температуре 50-52 градуса в течение 30 минут, а при температуре 37,5 в течение 20 часов. А нет, нашел. Во внешней среде коронавирусы инактивируются с поверхности плюс 33 за 16 часов. При плюс 56 за 10 минут. Видите, насколько он боится температуры? Ему нужно намного меньше, чем вирусу герпеса. Инактивируется, значит становится неактивным, полумертвым. В таком состоянии он не страшен. Но что же получается? Умирает он при 33 градусах, а в организме у нас 36,6. Вранье либо первое, либо второе, или ключевое слово 16 часов. Естественно, как и при стерилизации тушенки в автоклавах, необходима не только температура, но и время. Если у вас есть другая инфа по поводу температур, пожалуйста, прошу. Под видео можно оставить комментарий, можно перейти по ссылке в Instagram или Facebook. Нашел инфу, что на стенках носоглотки человека всего лишь 32 градуса, если температура вдыхаемого воздуха 10 градусов. Аналогично я нашел еще такую информацию, что если вдохнуть 10-градусный воздух, то на выдохе он будет иметь температуру 32 градуса. Понятно, что это зависит от частоты дыхания, но подробных таблиц нет, их просто нет. У меня есть только подозрение, что на стенках легких меньше, чем 32 градуса. Может, именно поэтому вирус вызывает пневмонию, может, именно в легких под воздействием прохладного воздуха окружающей среды образуется нужная температура для активного размножения вируса. Допустим, в легких человека 36,6 градусов. Туда попадает вирус и оседает на стенках. На него воздействует температура, которая медленно, но верно его убивает. И если при 33 градусах он умирает за 16 часов, то при 36,6 должен погибать быстрее, соответственно при 40 еще быстрее.
Насколько быстрее я не нашел. Так почему он не гибнет в организме человека с большой температурой? А может гибнет, но до того, как поднялась температура, вирус успевает размножиться и уничтожить легкие человека. И высокая температура – это предсмертный знак. Написал так, что самому жутко стало. Извините, я сам недавно потерял родственника, падшего жертвой пневмонии. Я всем соболезную, сочувствую. Сколько необходимо времени от попадания вируса на стенку легкого и до первых выбросов потомства этого гада? Вопрос открытый. Думаю, тут тоже замешаны температуры. Я устал. Где вирусологи? Это же элементарные вопросы. Почему нет инфы в открытых источниках? Или вирусы не так важны? Да что-то я ни хрена в новостях не слышу о том, что вирусы не важны. Наоборот, очень важны. Пиздец как важны. Стали важнее коррупции, проституции, казнократства и покрывательства, долги по зарплате и закрытие периферийных больниц. На всем ходу Украина двигалась в Европу, а теперь бежит от нее, как от прокаженной. Не желаете ли отобедать в Елисейском дворце, либо позагорать на пляжах итальянской ривьеры? Нет, блядь, нахуй. Что-то меня понесло. Есть информация, что вирус попадает даже через порезы и глаза. То есть я так понимаю, что если ты проглотил один вирус и он попал в желудок, то ты заражен. Почему тогда он не поражает кишечник? Я повторяю опять этот вопрос. Почему именно пневмония? Если вирус попадает на глаз, то человек заражается. А как вирус, попавший на глаз, добирается к легким? Если через порез он попадает в кровь и оттуда в легкие, то он в крови должен жить и процветать. Ну правильно. А вы знаете, как берут анализ на коронавирус? Кровь? Нет. Мазок слизистой горла. Да, это самый верный быстрый способ. А почему не кровь? Да потому что его там нет. В крови эта падла сдохнет в считанные минуты. В Китае делают тест по крови, но определение идет по наличию антител, которые вырабатывает организм, зараженный коронавирусом. Организм борется. Как не переохлаждаться в холодные сезоны, когда сыро, холодно? Самое первое — это сидеть дома в постоянном микроклимате, как огурцы в теплице. Но для нас, работящих мужиков, это не выход. Как не переохлаждаться на холоде? Одежда. Одеваться тепло нельзя, будешь потеть. Легко оденешься, попадешь на сквозняк и все, сопли, кашель. Я пробовал подбирать одежду для работы в поле. Итак, футболка, термобелье, свитер, жилетка, весенняя куртка. Все это целый день я менял местами как пятнашки, но так и не нашел нужной комбинации. Одно то, что из-за тучки выглянуло солнышко, рушило мои комбинации одежды напрочь. Учитывая то, что вдыхаемый воздух должен быть не холодный, я теперь понял назначение шарфов. Согретое шарфом горло дополнительно нагревает всасываемый легкими воздух. Также я понял, нахрена мужикам борода. Она тоже согревает горло. Ну это так, для размышления. Нахрена человеку волосы. Не знаю, кому-то это надо вообще. Берем за основу данные, которые находятся в открытом доступе. Коронавирус инактивируется при температуре 33 градуса в течение 16 часов. Как мы это можем использовать? К примеру, ты пришел домой, на твоей одежде, ботинках, телефоне, ключах от дома, авто сидят вирусы. Есть рекомендации дезактивации вируса с помощью химсредств. Но как? Как химически дезактивировать столько вещей, притом каждый день? Удобнее всего проводить инактивацию температурой, то есть развесив верхнюю одежду на батареях, нагрев ее до 33 градусов, мы получаем полностью инактивированные вирусы в течение 16 часов. Мелкие вещи можно сложить в коробок и поставить либо на котел, либо на батарею. Если нагреть одежду до 40 градусов, инактивация пройдет быстрее. Насколько быстрее, я не знаю, так как наши ученые не хотят делиться этой информацией. Есть только данные, что при 52 градусах инактивация происходит за 30 минут. По сути, для тех, кто хочет заморочиться, можно сделать инактиватор. Конструкция его проста. Герметичный шкаф с подогревателем воздуха.
Только подогреватель воздуха должен быть не ветродуйчик, чтобы не разносить заразу по дому и квартире. Это должен быть подогреватель какой-то, я не знаю. Это так, просто предположительный проект. По сути, весь наш дом в межсезонье является инактиватором. Достаточно просто поддерживать в нем постоянную температуру, ну скажем 25 градусов, и проводить генеральные уборки. Сколько времени вирус будет инактивироваться при 25 градусах, нам не пишут. А может пишут, но я не нашел. Почему наши именитые врачи не говорят о возможности инактивации с помощью температуры? Для меня загадка. Это же элементарно. Они трубят о масках, дезинфекторах. А как дезинфицировать огромное количество вирусов на одежде, они не говорят. Стирать? Да не настираешься ты. Что такое переохлаждение организма? Что значит застудился? Бытует мнение, что при охлаждении ног, спины, гортани организм теряет иммунитет. Я и сам так думал. Но, почитав природу иммунитета человеческого организма, пришел к выводу, что невозможно посадить иммунитет разовым охлаждением органа. Так что ж происходит? Почему, к примеру, вирус герпеса, который постоянно присутствует в организме, начинает свою деятельность лишь стоит раз хорошенько намочить ноги или постоять на сквозняке со вспотевшей спиной? Думаю, дело обстоит примерно так. Охладив какую-то часть тела, мы тем самым охлаждаем и весь организм. Не успевает наша система обогрева быстро отреагировать на продолжительное переохлаждение. Кровь из холодных ног, охладившись, омывает внутренние органы, тем самым охлаждает их и создается комфортная температура для активного размножения вируса. Иммунитет держит вирусы под контролем. До тех пор, пока мы не увеличиваем армию вирусов, с которой она не может справиться. Точнее, не так. Именно иммунитет и становится в большинстве случаев причиной гибели организма. Он адекватно реагирует, и мощности его хватает, чтобы устроить в нашем теле ядерный взрыв. Понятно, что есть частности, но картина выглядит именно так. Блин, я совсем забыл. Мы сейчас не говорим обо всех вирусах, мы говорим о вирусах, которые нас кошмарят после переохлаждения. К примеру, печально известная испанка уничтожала людей с мощным иммунитетом. Это были здоровые люди от 25 до 35 лет. И, кстати, именно в войну, именно эта категория людей были подвержены частому переохлаждению. Вот буквально сейчас пришла новость. В Китае сделали тревожный прогноз по пандемии коронавируса. Европе не стоит рассчитывать на быструю победу над коронавирусом. Пандемия может продлиться до 2 лет. Для такого вируса это вполне нормальный срок. Такой тревожный прогноз сделал китайский вирусолог, руководитель шанхайской экспертной группы по новому коронавирусу Чжан Вэньхун. Передает Online.ua со ссылкой на South China Morning Post. Могу сказать, забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем. Пандемия неизбежно затянется, и когда ее будет взята под контроль, этим летом, в следующем будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию. Летом. Обратите внимание. Во время видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорф, вирусолог заявил, что пандемия коронавируса будет проходить волнами. Случаи заражения COVID-19 будут появляться и исчезать. Но чтобы победить коронавирус в более короткие сроки, по словам эксперта, необходимы глобальные усилия и радикальные меры. Если бы только весь мир смог прекратить движение на 4 недели, пандемию можно было бы остановить, уверен Вэньхун. Эксперт ранее уже прогнозировал, что эпидемия коронавируса достигнет пика в период с апреля по июнь, а затем отступит летом. Но будет повторяться в течение осени и зимы и снова достигнет своего пика следующей весной, хоть и в меньших масштабах. Вот, уважаемый товарищ Чжан Вэньхун.
Спасибо вам за такую информацию. Такие вот пирожки, друзья. Этот прогноз сделал знаменитый вирусолог. Ну, а он еще не знает, что вторая волна будет в Китае в конце марта. Даже если подозревает, то ничего не скажет. Они же отпраздновали победу. Всем пока, друзья. До новых встреч.